Всем привет из Египта! Сегодня мы с вами направляемся в гости к Юлии, а потом еще зайдем на базар за рыбкой. Ты вот в Египте сейчас 2 года, да? Да. И как вот он тебе за 2 года? Страна, в которой приятно жить в плане климата. Угу. Здесь море. И, я не тот человек, который прямо приезжает в страну и вот так вот, Нет, я прям вот рационально как-то смотрю на все, там, что, чего, где красиво, где не очень, какие локации интересны, какие не очень. То есть, что мне интересно узнать в этой стране, а чего я не хотела увидеть, скажем так, да. Мгм. То есть, есть моменты, на которые ты закрываешь глаза, и у тебя получается. Например? Например, когда я первый раз приехала сюда на длительное время, я была в шоке, потому что я приехала после Анталии, после района Кони-Алты, где все вылизано и чистота, и тем более зная любовь турков к чистоте, там в каждом доме порядок. Когда я приехала сюда, просто я ехала из аэропорта и думала, что я здесь делаю, потому что кругом мусор. Это было, конечно, в сравнении с Анталией, но я понимала, куда я приехала. Да. Все равно это Африка, это постоянно песок, это ветер, да, то есть этот мусор, пакеты эти летают, что бы ты с ними ни делал, их прибить, что ли, гвоздиком, то есть, такое. Вот это был такой немножечко сначала шок, но я арендовала квартиру первую свою на первой линии моря в компаунде, и, в общем-то, живя в этом компаунде, ты видишь эту чистоту и порядок, к которому ты привыкла. Вот это шок европейца я сейчас называю, потому что я работаю с людьми, которые приезжают из Европы и ищут здесь недвижимость. И для них это действительно шок, когда я их начинаю водить по квартирам. Поэтому, примерно понимая запрос и бюджет, я уже понимаю, что вот это им не надо точно показывать, да? Им надо где-то что-то более или менее приближенное к их менталитету, к их укладу, чтобы это была чистота действительно, что-то было ухоженное. Вот таким образом. Поэтому пока ты живешь в компаунде на первой линии моря, и у тебя все там чисто, красиво, все окей. Но когда ты выходишь за территорию этого компаунда и видишь кругом вот этот мусор, такое немножечко. Я вот как пришла к Юле, я говорю, ты знаешь, я тут уже 6 лет, мне уже все надоело, мне уже все не нравится, и я хочу ехать. Хочу ехать куда-нибудь там на месяц, 2, 3, в общем, отправиться в путешествие. И тут я позвонила приятельнице, нумерологу. Я говорю, скажи мне, у меня будет что-то такое, какое-то путешествие? Она говорит, да, будет. Этот этап характеризуется крупными планами и их реализацией в разных сферах жизни. Начало нового масштабного какого-то рабочего проекта, переезд, расширение, путешествия, новые люди, новые связи, выход на какой-то новый уровень. То есть если у человека в голове уже это закладывается, то лучше применять, прислушиваться к себе и идти. То есть наши энергии в каждый период времени не просто так даются, и главное прислушаться к ним и идти то, что вот именно куда тебя направляет. Это также и переход на новую работу, новое место, к новым людям. Выход в интернет, проекты в сети, какие-то новые полезные проекты, за что ты, например, не будешь ожидать и думать, что вообще такое возможно. Но, как говорится, конечно же, это все возможно. И когда появляется эта возможность, ты думаешь, а неужели так возможно было? Однако бывает и такое возможно. Полезные знакомства, расширение представления о мире, о своих возможностях. Все это принесет процветание и, конечно же, успех. Главное слушать себя, прислушиваться к своей душе и к своей интуиции. Закончится полоса трудностей и достижения нескончаемых целей. Вы будете наслаждаться и чувствовать себя комфортно, и наслаждаться счастьем. А вот подписчикам было интересно узнать о тебе больше. Расскажи. Где ты родилась? Родилась я чуть ли не в поезде. Не в поезде, да? Да, это мой такой стремительный, наверное. Так звезды встали, я так понимаю, что у меня мама такая решительная женщина, крепкая воля, и она, когда садились в поезд в Москве, им нужно было ехать в Мурманскую область, потому что отец там служил. 24 сентября, ей врачи говорят, женщина, вы куда, вам рожать? Она говорит, нет, мне через 2 дня, я знаю, мне 26-го. Сели в поезд, поехали, в поезде начинаются схватки. Я очень торопилась, видимо, появиться на свет. Но я так понимаю, что это мое стремительное движение по жизни такое просто. Там, где я успеваю, люди, наверное,
за всю жизнь не могут это охватить, как у меня это получается. Я не знаю, каким-то образом, какое-то постоянное движение. И прямо с поезда ее снимают и везут на скорой в роддом. Буквально 2 часа с начала схваток, и все, я Да ты появилась на что, свет. да? Да. Ну и потом, как вот я Отлично. говорила по Таро, да, я родилась 26 числа. 26 число, Таро – это аркан император. Это действительно мужской какой-то склад ума и характер. Это вот действительно как-то я появляюсь где-то, и все сразу так, вот это начальник у нас. Я не знаю, как это происходит, Да, но да, да, люди да. это Ну, есть, чувствуют. значит, такие лидерские качества. Ну, как, да, Скорпион. Слушай, а ты, получается, как все детство проходило? В общем, в Мурманске я родилась, потом переехали, ну как переехали, меня перевезли, получается, потому что брат и папа, они уехали в Килпьявр, это поселок военный, на границе с Норвегией, в 40 километрах, наверное, от Норвегии, где-то так. Но это самый север, получается. И вот я там жила почти до 9 лет, мы вместе с семьей, потом отца направили на службу в Московскую область. Он был начальником штаба авиационной летной части и в Килпьявре, и в Московской области тоже. В общем, такой очень значимая должность у него была. И так вот проходило мое детство. Там, когда я была маленькая, это была, конечно, уникальная природа. Наша северная природа – это очень красиво. Это северное сияние зимой. Это постоянно какие-то зимние виды спорта, потому что снега много, и прямо девать его некуда, да? Можно было продавать в Африку, например. Вот. И коньки, и лыжи. Много ягод, много грибов. Вот я когда приезжала, потом всем рассказывала: вы пробовали морожку? Они говорят: а что это такое? Да, вот это северная морожка, северная малина. Мы ее еще называем оранжевого цвета. То есть она прям повсеместно росла. И брусника, и черника. Мы выходили из школы, я снимала шапку и прямо за школой собирала чернику. Там стояли карликовые березки, росли. И вот эти вот кусты с ягодами, и брусникой, и чего там только не было. Но это было классно. За грибами ходили. А родители, причем, когда переехали в Московскую область, они еще сказали: ну вот у нас там на севере было 1 человек на 1000 грибов, а здесь 1000 человек на 1 гриб. Как-то так, потому что в Подмосковье ты идешь в лесу, ты обязательно кого-нибудь встретишь, кто собирает грибы тоже. Ну, как-то так. И потом переехали в Подмосковье. Я пошла там в школу. 2 года я отучилась в 8-й средней школе. Это она ближе к военному городку, получается, находится, город Клин. А потом уже родители получили квартиру, и мы переехали в другой район. Меня отдали в центральную школу, в самую лучшую школу, в которой потом учились мои дети, 10-й лицей. Но там я отучилась 2 дня, потому что, когда я пришла, меня взяли с распростертыми объятиями: отличница, все, молодец, активистка. А через 2 дня выяснили, что, оказывается, там нет немецкого языка. Немецкий язык – это первый язык, который я уже начала учить, да, в предыдущей школе. Поэтому как бы мы стали перед выбором, то есть будешь ли ты переучивать английский. Я такая села: да в смысле как? Я не знаю как. И меня отдали в другую школу, такую немножко бандитскую, где постоянно кто-то дрался. Ну, то есть там учились дети уже совсем другое, как бы срез, да, населения. Это был район рабочих, кругом заводы. И это были семьи, ну, просто вот рабочих, да, дети из рабочих семей. То есть там было все: и разводы, алкоголизм, и все. И то есть дети были такие, ну, не совсем из благополучных семей, в большинстве своем, не скажу, что все. И это была борьба, постоянная борьба. Каждый день я шла как на Голгофу. То есть я знала, что вот сейчас я приду, мне там будут волосы вырывать, там что-то будет скандалы, будут какие-то догонялки. Извиняюсь, это вырежешь потом. Немножко приболела, тут просифонила. И вот это вот, я говорю, это постоянно была борьба за жизнь. Вот я помню, что я в этой борьбе все время, как-то с самого раннего детства. Потом, когда мне было 14, я поступила в колледж. Ну, как сейчас он колледж называется, да, раньше это был техникум. Химкинский техникум космического энергомашиностроения. Причем это 91 год, чтобы было понятно. Это развал Союза. Я самая мелкая в группе вообще. Я приезжаю, я худенькая, дальше всех живу. Это Клин Химки. Я каждый день ездила 6 дней в неделю Клин Химки. И вот так вот все. Дальше 10 лет по поездам, потому что 4 года это техникум, потом 6 лет университет. Когда я закончила техникум, красный диплом, меня взяли без экзаменов в МАИ.
Московский авиационный институт. Там я училась сразу на 2 факультетах. Утром инженер космических аппаратов и разгонных блоков, такую девчачью совсем, в кавычках, специальность, да, я осваивала. И вечерами я параллельно получала второе высшее образование, экономическое. А посередине я занималась спортивной аэробикой, то есть это мы готовили выступления, наша команда выступала за университет на соревнованиях Москвы, но это длилось недолго. А что касаемо техникума, вот это был самый сложный, конечно, период, когда развалился Союз, и советская армия, стала вдруг никому не нужна. И я помню, что это был голод, это реально был голод. У меня дома нечего было есть. Я выпивала пустой чай утром, у меня в 7 утра электричка, я вставала в 5:30, в 6 утра. И вот в 6:30 я выходила из дома, выпив пустой чай, и весь день училась. Вот как-то так. Но спасибо Богу, спасибо папе, маме, что у меня хорошие мозги. И как-то так получалось, что все ребята, которые учились в моей группе, они приходили за помощью всегда. То есть, Юля, помоги сделать сопромат, сопротивление материалов. То есть это были сложные действительно дисциплины, которые мы там изучали, да. Теоретическая механика, конструкционные материалы, технология. То есть это все очень сложно. То есть это все, что связано с ракетными двигателями. У нас даже была практика, мы работали на станках там, в этом техникуме. И ребята приходили: Юля, помоги нам сделать домашку, Юля, помоги сделать курсовой, Юля, помоги начертить. Черчение было от руки еще тогда, не было компьютеров. То есть вот эти все ватманы, мы постоянно ездили с тубусами. Вот. И парни приходили тоже: Юль, неохота так, сделай. Вот как-то. И это помогло моей семье выживать. То есть вот в 14-15 лет я уже стала... Это был такой момент, когда я поняла... То есть ты брала деньги за помощь, да? Они сами стали давать. Понятно. Я никогда не ищу деньги, честно, в этом мире. Я не ищу. Мне только один запрос, что вот я бы хотела это. И пространство само разворачивается. В тот момент я ничего еще не осознавала. Я ничего не знала ни о психологии, ни о том, как вообще эти мысли работают и так далее. Просто ребята сами разузнали цены, они стали приходить: Юль, вот курсовик напишешь нам, столько мы тебе денег даем. Я такая: окей. То есть мне это было легко. Я не спала ночами, я до 3 там это все делала, потом в 6 утра вставала и ехала в технику. То есть так проходила моя юность. Я не видела ничего, я не ходила ни на какие дискотеки. У меня там все в окружении уже попробовали курить и выпивать, мне это было неинтересно и некогда. То есть я постоянно училась. Потому что мне мама сказала: получай образование, нужно быть обязательно независимым, нужно уметь заработать на хлеб себе и лучше даже с маслом. То есть какая-то такая была мотивация. Пинок, волшебный пинок, я всегда говорю, да? Что хочу сказать про Египет. Ты меня много спрашиваешь об этом. Вот я здесь живу, в этом доме. Смотрите, это вид с крыши. Здесь у меня есть бассейн. Вот Египет дает мне возможность жить так, как я хочу. И это классно. И более того, здесь как-то так получилось, что все пространство разворачивается в мою сторону. И люди здесь, египтяне, которые готовы работать, которые действительно открываются как такие вот хорошие партнеры и друзья, и с которыми можно работать. Вот это вот для меня самое главное, наверное. Посмотрите, какой вид. Новый дом, стройка. Да, это... Где может риэлтор жить? Да, на стройке. Да. Я в доме, во всем, чтобы ты понимала, живу одна. Да? Сейчас никого нет, я первая, кто заехала. Так это у тебя будет долго вот это все? Нет, они до конца уже марта должны закончить. Посмотрите, ребята, как это все можно не любить, как можно не любить такую красоту. И вы знаете, как чего-то добиться в жизни, вот, наверное, мой опыт, как я рассказывала уже, когда мне было 14 лет, это было голодное детство, это неблагополучная семья. И понимание, что когда разрушился Советский Союз, что ни страна тебе, в которой ты живешь и являешься гражданином, не может ничего гарантировать, ни твоя семья не может стать на твою защиту, а замужество тоже часто ничего не гарантирует, да, что твой мужчина тебя будет защищать и оберегать и обеспечивать. Вот, наверное, вот эти все шаги, и я благодарна Богу за то, что все случилось это в раннем возрасте со мной, что я пережила вот такие вот стрессовые моменты, они привели меня к тому, что к осознанию того, что в твоей жизни все в твоих руках, и ты можешь выстраивать ее так, как тебе нравится. В какую бы страну ты ни приехала. Вот спасибо Египту за то, что меня эта страна приняла. В Египте исполняются все ваши мечты. Поэтому, если вы от сердца чего-то желаете, и вам нравится страна, нравится климат, приезжайте, ждем.
Возле прекрасной набережной Марины находится красивенная огромная мечеть. А по дороге к ней расположен рыбный ресторан «Эль Халака». Здесь можно заказать рыбный супчик и любое блюдо из рыбы и морепродуктов. А вот напротив ресторана, пожалуйста, рыбный базар. И каждое утро здесь свежая рыбка, устрицы, креветки, лобстеры и кальмары. Я, допустим, люблю готовить дома, но вам могут запечь рыбку и здесь. Стоит это все очень мало. Также есть доставка на дом. Можете получать вкусные морские продукты, не выходя из дома. Ну вот такая прекрасная Хургада. Добро пожаловать! Ну а на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал и смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока!